Ребята, всем привет! Сегодня расскажу несколько мифов и историй из жизни русского композитора, педагога, дирижера и музыкального критика Петра Ильича Чайковского. Известно, что брак Чайковского был крайне неудачным. На вопрос о том, как его угораздило жениться, Чайковский неизменно отвечал: «Все очень просто. Я спутал свою жену с моей Татьяной». Имеется в виду Татьяна из оперы Чайковского «Евгений Онегин». Чайковский смеялся очень заразительно и зачастую по самому неподходящему поводу. Однажды он пришел кому-то в гости и сообщил, что переехал на новую квартиру. У него спросили: «Вы так довольны, Петр Ильич? Квартира очень хорошая?» И он ответил: «Да, просто замечательная, такая уютная, такая маленькая, низенькая, темненькая, ничего не видно, такая прелесть». И расхохотался. Чайковский был любимцем публики. Как-то его спросили: «Петр Ильич, вы, наверное, уже устали от похвал и просто не обращаете на них внимания?» На что он ответил так: «Да, публика очень добра ко мне, может быть, даже более, чем я того заслуживаю. И все-таки никогда в жизни я не был так польщен и тронут, как тогда, когда Лев Толстой, сидя рядом со мной в зале и слушая анданты моего квартета, залился слезами». Антон Павлович Чехов посвятил Петру Ильичу свой сборник рассказов «Хмурые люди». Осенью 1889 года, после дружеского визита композитора, Чехов писал, цитирую: «Вчера был у меня Чайковский, что мне очень польстило. Во-первых, большой человек. Во-вторых, я ужасно люблю его музыку, особенно Онегина. Хотим писать либретто. Но работа с Чеховым над новой оперой не случилась. Драматург вскоре уехал на Сахалин, а композитор через 4 года скончался». Несколько лет Чайковский подрабатывал музыкальным обозревателем в газетах «Современная летопись» и «Русские ведомости». Писал, как говорят, безукоризненным слогом, ясно и живо излагал свои мысли. Но скрывал свое авторство, подписывая рецензии инициалами «Б.Л». В 1898 году его музыкальные критические статьи были изданы под общим названием «Фельетоны». Слухи или правда, но Чайковский был большим модником. Так о его внешнем виде можно прочитать следующее описание. Цитирую. Чайковский одевался щеголевато. По утрам, когда менял рубашку, ваткой, смоченной одеколоном, проводил по шее и ушам. А с тех пор, как начал лечить нервы холодными ваннами, прыскал после ванны лавандой. Он холил руки, белье покупал не штуками, а дюжинами, раз в месяц постригал бороду. И все-таки, несмотря на эту тщательность, с которой обращался со своей внешностью, ему и во фраке можно было дать лет на 5, а то и на 10 больше, чем было на самом деле. Он быстро сидел, ширился в плечах, в лице появлялась постепенно серьезность, неподвижность и важность. Исследователь жизни и творчества Чайковского, российско-американский историк и литератор Александр Познанский, утверждал, что первое печатное упоминание о слухах, связанных с самоубийством композитора, появилось в мемуарах друга Чайковского, архитектора Ивана Клименко, под названием «Петр Ильич Чайковский. Краткий биографический очерк». Вместе с тем Познанский отмечал, что исполнение 6-й симфонии в ноябре 1893 года также вызвало шоковую реакцию у публики. Многие слушатели сразу после концерта высказали мнение, что Чайковский сам себе написал реквием. Подобные мнения высказали тогда и музыкальные журналы. Именно к этому времени Познанский и отнес возникновение слухов о самоубийстве. Есть и следующая версия уже с уст музыковеда Николая Слонимского. Он писал, что сам император Александр III, узнав о гомосексуальной связи композитора с одним из членов императорской фамилии, якобы лично потребовал от семьи композитора яд или Сибирь. В статье «Тайна жизни и смерти Чайковского» музыковед Александра Орлова обращала внимание, что к осени в столице эпидемия холеры уже шла на спад, и газеты отмечали лишь единичные случаи заболевания. И многие выражали удивление тем, что заболел человек, цитирую, «живший в отличных гигиенических условиях». Анализируя заметки в петербургских изданиях,
Орлова предположила, что прикрыть самоубийство Чайковского первоначально предполагалось тифом. Именно его и упоминали сначала от 24 октября в газетах «Новости» и «Биржевая газета». Но намеченная сначала версия тифа была заменена версией холеры. Орлова также утверждала, что в 1938 году в Клинском музее было обнаружено письмо Льва Бертенсона Модесту Чайковскому, брату композитора, которое являлось инструкцией, то есть шпаргалкой, по описанию болезни покойного композитора. Но брат находился в подавленном состоянии и просто не смог вникнуть в медицинский текст, поэтому отклонялся от заданной версии в своих воспоминаниях о болезни и смерти брата. В результате рассказы Бертенсона, Модеста Чайковского и содержание бюллетеней о болезни композитора существенно отличаются друг от друга. Это письмо хранилось в Клинском музее перед Второй мировой войной. Орлова писала, что неизвестно, существует ли оно до сих пор или, цитирую, «было уничтожено вместе с рядом других документов». Когда она попросила разрешения посмотреть его в 50-х годах XX века, ей сказали, что письмо было утеряно. Чайковский увлекался философией. Он писал, цитирую, «Я начал серьезно изучать Спинозу. Накупил массу книг, касающихся его, и собственные сочинения. Чем более вникаю, тем более восхищаюсь этой личностью. Сохранившаяся в книжных шкафах Чайковского переписка и этика Спинозы в изданиях 1891-92 годов носят следы внимательного чтения. На самой обложке переписки стоит следующая метка. Цитирую. «Письмо 21 нужно читать и перечитывать без конца. До того в нем все соответствует моим чувствам и мыслям. Это значит, что в текстах Спинозы Чайковского привлекла коренная сущность этой философии, ее стремление объяснить мир. Теперь же вам, конечно же, интересно, что же было в этом письме 21. Дело в том, что письмо 21 содержит 3 утверждения. Спиноза резко отрицает возможность чудес, относя веру в них целиком к области суеверия и неведения, которая есть источник всякого зла. Также он отвергает мысль о божественности Христа, ведь утверждать, что Бог принял человеческую природу, так же странно, как если бы кто сказал, что круг принял природу квадрата. Ну и высказывается там следующая ключевая мысль. Цитирую. «Я считаю, что Бог есть, так сказать, имманентная, а не потусторонняя причина всех вещей». 25 октября скульптор Славомир Целинский снял посмертную маску композитора, которая экспонируется в настоящее время в Доме-музее в Клину. Лицо композитора спокойное, тогда как лица умерших от холеры всегда искажены судорогами. К слову, Чайковскому еще при жизни надоело присмыкаться перед кем-то, пытаться казаться сговорчивым и удобным. Он писал следующее своему издателю Юргенсону. Цитирую. «Никогда никаким тузам заграничного мира я не ходил умолять о их принятии во мне участия и не пойду. Успех моих сочинений нисколько не может произойти от того, что я, как хуй на именинах, явлюсь делегатом от русской музыки, без денег, без инструкций, не имея возможности ничего организовать, ибо правительство решительно отказывается от субсидий. Словом, находясь в положении самом глупом и щекотливом. Ибо мне надоело, наконец, хотеть казаться не тем, что я есть. Надоело насиловать свою природу, какая она паршивая, ни на есть. Вообще, я теперь дошел вот до чего. Хотите, знайте, любите, играйте, пойте меня. Украшайте меня лаврами, венчайте меня розами, курите мне фимиамы. А не хотите – насрать и наплевать. То есть это относится к публике, славе и тому прочему дерьму». Николай Римский-Корсаков после похорон Чайковского вспоминал, как виолончелист Александр Вершбилович поцеловал покойного композитора в лоб во время прощания с телом и после удивлялся открытому доступу к телу холерного больного.
Спасибо, что посмотрели. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, оставляйте их внизу и по возможности на них отвечу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Всем пока!